Скорее всего, вы знаете официальную историю, но после этого видео вы поймете, что все было совершенно не так. В официальной истории есть несколько столпов, я бы даже сказал, железобетонных столбов. Самый основной – это крещение Руси. Историки и представители церкви уверяют нас, что до крещения Руси славяне были отсталые, а после крещения у нас началось развитие. Давайте подумаем над этим утверждением. Развитие государства той эпохи – это в первую очередь технологии. Обжиг кирпича, получение гашеной извести, добыча руды, выплавка и обработка металла. До крещения, как нас уверяют, молились деревянным идолам, а после стали молиться в церквях. Сразу возникает вопрос, каким образом изменение объекта поклонения способствовало развитию технологий, народного хозяйства и государства в целом? Все перечисленные технологии были от язычников, вятичей, причем даже официально. Европа гордится своим языческим прошлым. Кстати, в Европе язычество – это старинные храмы с колоннами. Их называют храмами Зевса, Аполлона, Марса, Юпитера, Минервы, Артемиды. Эти здания являются памятниками античной эпохи. Нам же эпоху язычества преподносят как время отсталых племен, не имеющих письменности и государственности. То есть язычество для большинства стран СССР – это поклонение деревяшкам, а для Европы язычество – это то, что для нас античность. Надо полагать, что языческие храмы в Европе строили язычники, и судя по тому, что эти здания сохранились до наших дней, строители были профессионалами высочайшего класса. Если следовать логике официалов, в нескольких тысячах километрах от Греции и Рима, на территории, где есть все – металлы, лес, полноводные реки – жили тоже как бы язычники, но храмы они не строили, а сидели на елках и дразнили медведей. Согласно версии официальных историков, Русь с 988 года православная, с обрядом погребения умерших в землю и с установкой хоть каких-то памятных камней. Это в теории, а по факту есть единичные захоронения 16-17 века в монастырях. Их находил Евгений Макаров. Но старинных кладбищ и мемориалов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 века вообще нет. И это очень странно. Самые старые кладбища в России датируются 17-18 веком, а их всего 3 на всю страну. Вот что странно, старинных кладбищ и мемориалов вообще нет. Как вы писали, бедные устанавливали деревянные кресты, и они сгнили. Богатые устанавливали каменные памятники, их завалило потопом. С этим я могу согласиться. Но как быть с мемориалами погибшим в войнах? В честь погибших устанавливали мемориал и не один. Войн было немало, значит, мемориалов и памятных мест, посвященных войнам, должно быть много. Какие-то мемориалы были небольшие, и их завалило потопом. А какие-то большие и массивные. И хоть один мемориал должен был сохраниться. Но по факту их нет. До эпохи Петра I не сохранилось практически ничего. Нет ни книг, ни картин, ни памятников, мемориалов. И это очень странно. Все это появляется в XVIII-XIX веке. Насчет книг я имею в виду не церковные книги и не летописи, а обычные светские книги, учебники, карты, любые документы. Насчет картин – обычные, светские картины, а не иконы. И вот что интересно. Старинные книги, картины и карты также не сохранились в старинных центрах цивилизации, например, в Мексике и Индии, но зато в огромном количестве сохранились в Европе, что наводит на мысль, то ли весь этот объем европейских книг и картин подделки, то ли книги, картины и карты во всем неевропейском мире были украдены или уничтожены. Кстати, Мексика была колонией Испании, а Индия была колонией Англии. Насчет книг и архивов, тот, кто приехал под видом Петра I, приказал свезти со всей России в Москву старинные книги, архивы, другие документы, якобы для копирования. Но после того, как их привезли, книги исчезли. Достоверно неизвестно, что стало со старинными книгами. Их уничтожили или увезли,
Ясно одно. Настоящая история России была написана в тех старинных книгах, а сейчас для заполнения вакуума истории России приспособили комиксы с детскими рисунками. Обратите внимание, что удивительным образом с той старинной эпохи сохранилась лишь религиозная литература и летописи, и больше ничего. Насчет мемориалов и памятников. Где оригинальный мемориал погибшим в Куликовской битве? Тот, что стоит сейчас, установили в XIX веке. А погибшим в Ледовом побоище? Памятник дружинам Александра Невского был установлен лишь в 1993 году. У нас вроде как есть история, в которой было множество войн и других событий. О существовании войн и других событий историкам достаточно одного единственного доказательства в виде комиксов с детскими рисунками. Никто достоверно не знает, что это за источник. Может быть, это детские сказки или комиксы, то есть некая фантазия. С этой книженции пропала обложка, а историки решили, что эти писульки есть достоверный исторический документ. Как вы считаете, должны ли летописи подтверждаться материальными артефактами при раскопках? По идее, на летописях, подтвержденными раскопками, должна строиться история, а по факту строится только на летописях, которые являются копиями, то есть списками. Оригиналы летописей, естественно, не сохранились. Давайте послушаем, что об этом говорят официальные историки. Увы, мы не располагаем ни единым фактом обнаружения массовых захоронений, павших в этой битве. А если сражение происходило здесь, то братские могилы должны быть обязательны. На Куликовом поле раскопки ведутся только последние 25 лет. Удивительно, но раньше здесь археологи не работали. Выяснился сей конфуз в 1980 году, когда пришло время праздновать 600-летие сражения. Оказалось, что о Куликовской битве мы знаем все, а о Куликовом поле – ничего. Требовалось создать музейную экспозицию, а делать ее было не из чего. Поэтому четверть века назад сюда согнали военных с миноискателями, студентов, школьников. Среди сотен килограммов металлолома за последние годы обнаружены 3 наконечника стрел, пластина золотоордынского доспеха, вток копья, переносье шлема, наконечник ножен, детали конской упряжи того времени. Общая коллекция предметов, собранных на Куликовом поле, более 1000 единиц. Но к XIV веку, когда происходило сражение, относятся лишь несколько десятков. Сейчас я вам расскажу, что наше прошлое было совершенно иным, и это было совсем недавно. Обряды погребения были другие, я уже рассказывал вам об этом. Умерших людей сжигали, прах собирали в капсулу, а капсулу вкладывали в урну. Чтобы понять, что такое урна для праха, давайте зачитаю определение из старинной книги. Урна – название глиняного или металлического сосуда, употреблявшегося в древние времена для хранения пепла и костей покойников, а также и различных вещей, которыми они дорожили при жизни. Впоследствии урна стала символом, знаком почитания мертвых. По такому обряду был захоронен Кулибин в Нижнем Новгороде в 1818 году. Часть урн устанавливали на крышах домов, часть в некрополях, например, в некрополе Донского монастыря. Были в ту эпоху и целые мемориальные комплексы. Об одном из комплексов я вам сейчас расскажу. В одном из прошлых видео я рассказывал вам о канонах античных мемориальных комплексов, расположение рядом с водой. В идеале мемориальный комплекс должен быть окружен водой, а вход должен осуществляться по мосту. По канонам на мемориальный комплекс похож Михайловский замок в Санкт-Петербурге. Если версия подтвердится, как-нибудь сниму об этом отдельное видео. Еще один интересный мемориальный комплекс находится в современной Москве, усадьбе Кускова, бывшее имение Шереметьевых. Проверяем каноны. Рядом вода. Вода разделяет мир живых и мир мертвых. Вход в мемориальный комплекс осуществляется через подъемный мост, а вот на этой схеме показан канал с водой вокруг территории усадьбы, то есть канон соблюден полностью. Заходим через мост и видим на столбах ограды установлены урны для праха. Вот голландский домик. Слева и справа видим волны потопа, а на этих полках очень удобно располагать урны для праха. Возможно, их сняли.
Вот здание, которое на схеме обозначено как грот, а на крыше мы видим погребальную урну, из которой с силой выплескивается вода. Что символизирует этот фонтан на крыше, есть версия Геннадия Мудрого. По его версии, всплеск символизирует мощную волну потопа, захлестнувшую жителей Москвы, вследствие чего комплекс Кускова является одним из мемориалов жертв потопа. А вот фото с некрополя Донского монастыря, на котором видна эта волна-убийца. Ссылка на страницу Facebook «Война, потоп, 19 век» в описании под видео. На крыше грота также находятся урны с прахом в виде шишек. Шишка в допотопных канонах означает множество родных людей. То есть в такой урне может находиться прах от нескольких родных людей. Напротив грота находятся менажереи. 5 небольших зданий, у которых по 6 урн с прахом на крышах. Урны с прахом находятся и на воротах. То, что эти здания имеют отношение к погребальной тематике, свидетельствуют венки на крышах и на самих урнах. Венки находятся и на ограде. Странно, что их никто не замечает. Над входом в каждое здание мы видим леплину в виде герба, однако в самом центре пустота. Можно предположить, что там были инициалы. Каждое здание отгорожено от соседнего. Я предположу, что здесь покоится прах 5 известных и влиятельных родственных родов или династий. В самих зданиях, вероятно, находились или находятся памятные предметы, письма, портреты похороненных людей, урны с прахом. Проверить эти гипотезы не представляется возможным, так как ворота всегда закрыты, а внутрь не пускают. Фотографий интерьера менажерей в открытом доступе нет. Если есть у вас, высылайте на почту. Официально эти здания предназначены для птиц, но, по-моему, это просто издевательство над людьми и над памятью. Далее смотрим на итальянский домик. Тоже урны для праха. На урнах погребальные венки. Над окнами 2-го этажа маскароны и погребальные венки. Над окнами 1-го этажа круглые венки и барельефы в центре. Скорее всего, в круглых венках изображены погибшие люди, прах которых хранится в урнах на этом здании. Смотрим на крышу оранжереи и снова видим урны для праха. Согласно старинным канонам, круг – это фигура перерождения. Жизни круг, колесо сансары, так как родственники и знакомые ходили вокруг умершего. Здание для прощания с умершим человеком логично было бы сделать в плане круглым или с элементами круга. Совершенно случайно такое здание есть в этом комплексе, и называется оно «Павильон Эрмитаж». Над высокими окнами в круглых нишах установлены бюсты императоров древнего, а может быть и не очень древнего Рима. По периметру крыши установлены урны для праха. Над окнами 1-го и под окнами 2-го этажа видим венки. Опоры балконов выполнены в виде стилистической волны. А на самом верху купола находится античная статуя римской богини Флоры. Флора – древнеримская богиня цветов, расцвета, весны и полевых цветов. По канонам, мемориальные комплексы находились на участках, расчерченными по диагонали, в местах пересечений, имеющие круглые участки. Если посмотреть на схему усадьбы Кускова, то 4 таких участка находятся между дворцом и большой оранжереей. На круглых площадках находились различные обелиски и памятники известных людей. Мемориалы менее известным людям стояли вдоль диагональных дорожек. Мемориалы выглядели по-разному. Пьедестал с урной для праха, как в некрополе Донского монастыря, или статуя, бюст, а рядом в земле находилась капсула с прахом. Остатки того мемориального комплекса, несколько десятков статуй и обелисков. Вот их фото. Нашел информацию, что в Кусково хотят отреставрировать 50 статуй. Скорее всего, очень много статуй, обелисков и урн с прахом лежат в земле. Если будут начаты раскопки, то их будет найдено очень много. Завершает этот комплекс факельные или растральные колонны, которые находятся напротив дворца, на другой стороне пруда. В то время уделяли большое внимание огню и воде, особенно в погребальном вопросе, это были каноны. Если посмотреть на весь этот комплекс сверху, то можно предположить следующее. Примечание. Если комплекс работал какое-то время после потопа.
Возможно, тело умершего человека помещали на лодку здесь, в начале канала. Далее лодка плыла по каналу мимо растральных колонн, затем проплывала через пруд. Подъемный мост поднимали, лодка причаливала к пристани перед голландским домом, после чего тело перемещали в павильон Эрмитаж. В павильоне родственники прощались с умершим, затем тело сжигали, а пепел помещали где-то на территории комплекса в соответствии с канонами. Вот, кстати, что-то есть на эту тему лодок даже официально. Погребальная ладья, корабль мертвых. Обряд погребения, при котором в качестве вместилища для покойного или его погребальных даров используется судно, корабль или лодка. Вот, например, картина. «Погребение в ладье» Игоря Старого в 945 году. Художник Генрих Семирадский. У кого-то возникнет вопрос, как все это работало зимой? Хороший вопрос, и тут, я думаю, надо разобраться, а что же было с климатом в 18 веке? Снято немало фильмов, что климат раньше был теплее, чем сейчас. Если предки и были язычниками, то вот с такими замысловатыми обрядами и канонами, согласитесь, гораздо интереснее, чем поклонение бревнам, как нас уверяют ученые. Отголоски тех традиций сохранились в США, Европе, Индии. В России и странах СНГ этот обычай вытравили полностью и забыли настолько, что в мемориальный комплекс, по сути на кладбище, просто усеянное погребальной символикой, ходят перед свадьбой пофоткаться. Огню уделяется особое внимание и в наши дни. Достаточно посмотреть на любой крупный мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне. Почти везде горит вечный огонь. Та эпоха непонятна многим из нас. Я же обращаю внимание на то, что люди той эпохи предпочитали передавать информацию без текста и слов. Они передавали информацию образами, так, чтобы любой человек, вне зависимости от языковой принадлежности, мог считать и понять информацию из прошлого. Правда, в наши дни для понимания их языка нужно знать совсем немного. Об этом языке я рассказал вам частично в этом выпуске, а часть в другом. Ссылка на видео в описании. В общем и целом, по версии независимых исследователей, Кусково – один из нескольких мемориальных комплексов жертв потопа. Насколько уместно в нем прогуливаться и фотографироваться перед свадьбой, решать вам. А что касается памятников погибшим в войнах, они могли выглядеть примерно так же, как и в наши дни. Курганы и памятная символика рядом. Курган – это не просто земляной холм, а прах из тел погибших воинов, преданных огню. Погибших воинов было очень много, и, по всей видимости, не было времени захоранивать в урны, поэтому из золы насыпали курган. То есть курган – это братская могила. Варианты названий – курган-зольник или курган славы. Такие курганы есть во множестве мест, их просто нужно уметь увидеть. Храните память о предках – это немногое, что у нас осталось. Храните память о прошлом, как бы не забили ваши головы ненужной тарабарщиной. Храните память о прошлом ради будущего.